Сегодня мы запустили новый наш фирменный стиль, наше новое лицо. Это глобальное обновление, к которому мы очень долго шли и работали с многими дизайнерами, сменили порядка 15 дизайнеров. За это время менялись и мы сами, и мы меняли концепцию от флористики, близкой к людям, до совсем высокой. Мы хотели стать сетью цветочных салонов в Москве, но затем полностью ушли в онлайн. И сейчас наш новый брендинг полностью отражает то, кем мы являемся. Это премиальный формат, совершенно что-то новое на рынке. Креативные, стильные, смелые, творческие, дерзкие. Это все про нас, и это все помогла создать нам дизайн-бюро «Щука», с которым мы вместе трудились не один месяц, пока не достигли того самого нужного варианта. Вся наша компания, вся наша команда, вся наша работа, все наше направление — это про эмоции, вызывать эмоции у людей. А начиналось все 8 лет назад, когда мы переехали семьей из Томска в Москву и познакомились с Катей, моим первым партнером, с которой поняли, что хотим реализовывать какой-то творческий проект. Я сама по себе творческий человек, и еще учась в школе, рисовала на коленке портреты своих одноклассников, и они говорили: «Господи, Соня, как красиво, тебе надо в художественную школу». Подруга моя научила меня за один день рисовать постановку, там куб, пирамида, шар. И вот пока я сидела, тренировалась, Дина сидела, играла в компьютер, а на следующий день у нас был экзамен. Уже все нарисовали, все уже сдали свои работы, а я зову Дину и говорю: «Дина, помоги мне», потому что я все это время пыталась построить, мой перфекционизм меня не отпускал, и, естественно, незнание каких-то основ мне тогда сыграло плохую шутку, и потом вывесили результаты, это был зачет, не зачет, и я получила зачет и попала на курс, который был с художественным уклоном. И еще учась в университете, я пошла работать дизайнером полиграфии, дизайнером потом наружной рекламы, затем ушла после университета уже в дизайн каких-то мобильных интерфейсов. И, собственно, потом ушла в декрет, мы переехали в Москву, встретились с Катей и решили вернуться к творчеству. И тогда первым этапом нашего становления как маленькой студии стало создание некой творческой съемки для того, чтобы вообще первый раз хотя бы попробовать себя в деле и посмотреть, на что ты способен, и получить какой-то визуальный контент для нашего дальнейшего продвижения. И у Кати на даче мы собрали вообще полный салат из батона, фруктов, овощей, цветов, тыкв Катиного папы, всякие старинные какие-то подсвечники, тумбы, какие-то в общем, все, что нашли в доме, мы вытащили на улицу, все это задекорили, и вот тогда, находясь вот в этом процессе, я почувствовала, как вот это вдохновение, счастье, какая-то энергия из меня просто изливается. Вот. И вот тогда я поняла, что вот мне вот это нравится. Ни дизайн интерьеров, ни дизайн мобильных приложений, дизайн, связанный с цветами. У нас не было абсолютно никакого портфолио, и нам необходимо было подтверждение того, что мы что-то умеем. И первая наша публикация была, мы создали группу ВКонтакте, и весь альбом с этими фотографиями залили туда. И затем, после прошествия, не знаю, пару месяцев, наверное, мы узнали, что есть такая площадка, какая-то новая программка, какая-то Инстаграм. Что это такое, вообще непонятно, но там, по-моему, фоточки можно размещать. И мы сделали свой аккаунт в Инстаграме
и начали заливать туда фотографии. И я ночами сидела и занималась масфолом и маслайком ручным, пролайкивая всех незнакомых людей, писала им комментарии, и вот случилось чудо, и к нам пришла первая свадьба. Мы вложили в 2 раза больше, чем сама стоимость этой свадьбы, причем мы там на эти деньги и лампочки повесили, и там какие-то композиции, и книжки, и какие-то клубки ниток, и, в общем, и из маршмеллоу там какие-то люстры, не знаю, в общем, и сладкий стол еще в эти деньги входил. В общем, мы сделали полный фарш на этой свадьбе, проявив всех себя. Так потихонечку мы нарабатывали свое портфолио. Когда мы заработали первые наши 40 тысяч, мы поняли, что теперь нам нужно нанять флориста для того, чтобы мы занялись уже менеджерскими функциями и администрированием, а наш флорист делал букеты. Первая наша студия была в Химках, недалеко от того места, где живем мы. Затем мы наняли второго флориста и вот так потихонечку начали развиваться. Затем переехали из Химок поближе к цветочному рынку на метро Рижское, чтобы наш флорист имел сам возможность закупаться. Да. Там мы проработали, наверное, меньше года. И в преддверии 8 марта случился наш первый переезд на метро Аэропорт. Там у нас уже был красивый лофт. И как-то тогда мы почувствовали уже больше сил в себе. На тот момент наш Инстаграм уже был достаточно раскрученный. У нас было порядка, 10 тысяч подписчиков. И мы продолжали его совершенствовать, понимая, что цветы — это очень такая визуальная, эмоциональная история. Поэтому каждый наш букет, который мы делали, мы фотографировали на разных фонах, и в руках, и какая-то предметная съемка. И создав один букет на заказ, мы выкладывали это как 10 разных букетов, словно. Так потихонечку мы росли, и затем поняли, что нам не хватает уже студии на метро Аэропорт, и 3 года назад переехали уже вот сюда, в наш цех любимый, где уже 320 квадратных метров. И за это время мы, конечно, выросли сильно, окрепли, стали смелее, более, дерзкими. Наверное, постоянное желание развиваться, не стоять на месте, помогло нам вырасти вот до того уровня, на котором мы находимся сейчас. И это для нас тоже не предел. Наша стратегия — удваиваться каждый год, расти кратно, и мы не планируем останавливаться на достигнутом. Перед нами встал вопрос: приходить ему в компанию и возглавить ее, и систематизировать все процессы, улучшить и сделать это делом жизни, создавать что-то, результат чего ты будешь видеть. Либо остаться, не остаться, а перейти уже на хорошую должность в другую компанию, наемным сотрудником. И это было нелегкое решение, достаточно тяжело для нашей семьи, потому что прибыль компании еще не покрывала зарплату Вадима. Тогда мы утянули пояса немножечко, и он перешел работать в Lazy Bird. И тогда начался новый виток, уже такой взрослый, становление нас как серьезной компании и масштабирование. Мы стартовали как онлайн-магазин, и мне нравился формат такой закрытой мастерской, куда никто не приходит, где мы работаем, создаем эти букетики и потом отправляем их с курьером. Когда мы открыли наши офлайн-магазины, увидели, с какими сложностями на этих этапах мы сталкиваемся, и приняли решение, что для нас ближе онлайн-формат, и наши компетенции в онлайне больше. Мы знаем, как создавать офлайн, мы умеем это делать, мы делали это не раз, и делали это в Санкт-Петербурге, и в Lazy Bird Лондон, но для нас ближе направление онлайна. Мы
лучше понимаем, как это работает, и мы знаем, как это развивать и масштабировать. Мы постоянно допускаем ошибки, каждый день, на каждом этапе. Тут выложили не ту фотографию, тут сделали публикацию не в то время, тут наняли сотрудника, который нам не подходит. Здесь открыли магазин в месте, где цветы не нужны. Понимаешь? Но это не ошибки, это то, что привело нас к тому, где мы есть сейчас. И осознание этого и выводы, которые мы делаем, дает нам инструменты, чтобы не повторять вот эти ошибки и двигаться вперед. Есть два пути развития. Есть мягкий путь, которым мы пошли. Мы, не имея больших вложений, росли очень планомерно, реинвестируя деньги. Этот путь хорош тем, что он не экстремальный, он очень безопасный, да, ты можешь попробовать, понять, нравится, не нравится, и комфортно выйти без потерь, если все-таки флористика не твое, и ты понимаешь, что ты здесь не сможешь реализовать себя. И есть более экстремальный путь, амбициозный, когда вы сразу составили бизнес-план, финплан, вы взяли инвестиции, вложили в бизнес, взяли помещение, флористов, закупили материалы, провели масштабные съемки, запустили рекламную кампанию. Это более бизнесовый подход, но вы должны быть уверены в том, что вы справитесь. Безусловно, когда у тебя есть обременение в виде зарплат сотрудникам, в виде офиса, ты начинаешь думать, как тебе заработать деньги. И ты постоянно находишься вот в этом движении. Что мне еще сделать? Что еще сделать? Сегодня план не выполняем. Что мне нужно сделать? И невольно, и мозг начинает работать уже в каком-то таком экстремальном формате. И сейчас мы находимся уже, скажем так, на втором пути, да, когда у нас есть большая ответственность за наших сотрудников, за завтрашний день, перед нашими клиентами. И мы сейчас, почему и растем, да, потому что мы постоянно думаем, что еще сделать, чтобы стать лучше, что еще сделать, чтобы вырасти, и никогда не останавливаемся на достигнутом. Я считаю, что нужно найти некий баланс. И наши букеты тоже не с самого начала были какие-то такие смелые. Мы сначала и сами тоже пробовали и росли, да, но мы и не отказывались никогда от заказов 101 красная роза. Мы это не афишировали, но да и сейчас у нас это даже в коллекции букет, который мы с удовольствием продаем. Мы просто сделали его на наш вкус. То есть это та же классическая 101 роза, но сделана чуть-чуть в современной технике, с современной упаковкой и выглядит уже не так обычно. Здесь есть и плюсы, и минусы с двух сторон, но я человек, который чувствует себя хорошо в команде. И, на мой взгляд, такой командный подход, он более правильный. Я бы не смогла создать Lacy Bird одна, потому что во мне только одна компетенция, условно, да. Когда мы начинали с Катей, у нас уже было 2 компетенции на двоих, и это очень круто. Сейчас мы работаем с Вадимом, и у нас также 2 компетенции, которые лежат в основе компании. И дополняем уже недостающие звенья нашими сотрудниками. Я не системный человек, но я этому научилась у Вадима, который как раз отвечает у нас за всю систему. То есть он систематизирует наше творчество. И я немножечко научилась систематизировать и транслирую это дальше нашему креативному отделу, нашим флористам, которые тоже по чуть-чуть начинают уже систематизировать. Если меня спросите, начинать одному или в партнерстве, я однозначно рекомендую создавать в партнерстве, потому что ответственность, которая возлагается на вас, как на бизнесмене в данном случае, она будет разделена
с вашим партнером. Наш перфекционизм и стремление к совершенству привело нас к узнаваемости среди флористов, и мы вообще-то не планировали обучать, но люди начали просить. Сначала проведение мастер-классов, и мы сначала отказывали, но потом поняли, что нам можно попробовать. И первые мастер-классы мы проводили у себя в студии, но потом людей стало так много, что они уже не помещались в нашем маленьком пространстве. Мы начали снимать фотостудии и проводить мастер-классы там. И запросов было так много, и мы понимали, что больше некому, а кто, если не мы? И было решено открыть академию, где мы будем выращивать профессионалов не как наших конкурентов, а как наших коллег и как потенциальных сотрудников для нас. Потому что, нанимая новых флористов, мы поняли, что существует большая проблема. Мы ни одного флориста за всю жизнь не взяли такого, который бы пришел и сразу начал делать так, как мы хотим. Поэтому, наверное, первое наше умение мы применяли внутри команды, нанимая сотрудников, сначала обучая его, затем это были мастер-классы для любителей и флористов начинающих. Затем мы создали курс «Современная флористика», в который уже вложили все основы, вот все то, что мы рассказывали нашим флористам, нанимая их, мы отразили в этом курсе. И сейчас, нанимая сотрудников, мы отдаем предпочтение людям, которые уже владеют этой информацией. Мы проделали огромную работу над созданием нашей технологии, техники, качеству подачи материала, чтобы донести информацию таким образом, чтобы человек на другом конце планеты имел возможность создать букет уровня Лэйси Бёрд. Наши преподаватели дают очень качественную обратную связь, и это мы тоже с ними проработали, какого уровня, нужно давать обратную связь, чтобы человек понял, какие у него ошибки, что ему сделать, чтобы улучшить. И я считаю, что на каждом этапе очень четко построена и вся обратная связь, и весь курс, что дает нужный вектор для усовершенствования техники сборки, качеству фотографий, упаковки букета и многим-многим другим вещам. На самом деле абсолютно не боимся, и мы делимся информацией очень открыто, действительно рассказывая практически все, что происходит у нас здесь в цеху. Я думаю, что наше преимущество в том, что рядом с нашей академией активно развивается Лэйси Бёрд, на базе которого, на опыте которого, мы обучаем наших студентов. И мы не считаем их конкурентами, мы считаем их коллегами и помогаем им развивать свои цветочные салоны, свои цветочные бизнесы для того, чтобы в целом сферу флористики поднять на более высокий уровень и показать, донести, развить вкус у наших клиентов. Я считаю, что здоровая конкуренция – это двигатель прогресса. Плюс наши студенты становятся нашими сотрудниками, что тоже очень полезно. То есть мы выращиваем для себя хороших, надежных флористов, менеджеров, администраторов, которые дальше продолжают работать и развиваться уже в рамках нашей компании. Год назад мы с коучем совместно сформулировали миссию и ценности нашей компании, которые позволяют нам не распыляться и, когда ты находишься в потоке рутины, концентрироваться, возвращаться на место и двигаться в нужном направлении. Наша миссия звучит так: мы вдохновляем
и помогаем людям наполнять жизнь эмоциями, превосходя ожидания. Когда я ее произношу, у меня мурашки по всему телу. Она звучит просто, но на самом деле в ней вложены очень глубокие смыслы. Мы вдохновляем. Это то, чем мы занимаемся. Это эмоции, которые мы дарим людям. Мы создаем то, что делает жизнь людей счастливее. Это отражается и в нашем продукте Lacy Bird букете, который получает наш клиент и получает эмоции от букета, получает эмоции от партнера, которому он дарит букет. Это эмоции, которые мы дарим нашим студентам. Мы наполняем и их жизнь эмоциями, в том числе эмоциями от курса, эмоциями от своего любимого дела, эмоциями от клиентов, которые довольные приходят к ним. Первые дни у нас выручки сильно упали, мы сократили количество флористов в смену. Многие наши сотрудники, ну не многие, но некоторые сотрудники приняли решение изолироваться, и потом произошло какое-то чудо, и ввиду того, что люди не могут выходить на улицу, но очень хотят друг друга поддержать, количество заказов стало стремительно расти. Этот карантин показал всем устойчивость вот этой флористической отрасли, необходимость ее для людей даже в кризис, даже в тяжелые моменты. Люди нуждаются в эмоциях, они заперты дома, они не могут выйти на улицу, но они хотят быть ближе друг к другу, они хотят поздравить близкого человека, хотят заказать себе букет домой, потому что надоело сидеть в 4 стенах. И мы почувствовали себя нужными гораздо, наверное, сильнее, чем это было до карантина. Мы не стоим на месте, и мы не видим себя вообще в каком-то статичном состоянии. Мы постоянно находимся в движении, в поиске чего-то нового. В академии мы вышли на международный уровень благодаря стилю Lacy Bird. И в этом году мы поедем в Лос-Анджелес и в Мексику, куда нас пригласили наши коллеги с удовольствием преподавать дело, которым мы горим и живем. И что касается Lacy Bird, наши цели кратно расти из года к году, становиться лучше, сильнее, увереннее, круче, чтобы наш стиль был узнаваем во всем мире.